Всем привет, друзья! Это муравьи Camponotus phyllah. Это довольно крупные муравьи, достигающие 17 мм в длину. Самые крупные из них это солдаты, а те, что поменьше, это рабочие муравьи. А это их королева, она тут самое главное. Это мама всех этих муравьев, а они ее дети. Обычно королева у муравьев самая крупная, но у этого вида есть солдаты, которые по размеру такие же большие, как и королева. Королева постоянно откладывает яйца, а рабочие муравьи за ними ухаживают и выращивают новых муравьев. Вот как раз лежит кучка яиц, а рядом лежит личинка, которая скоро превратится в куколку, а потом во взрослого муравья. Обитают эти муравьи на севере Африки и на Ближнем Востоке в засушливых регионах. И особенностью этих муравьев является то, что они могут делать запасы воды или сладкого сиропа в своем брюшке. И от этого оно очень сильно раздувается. И такой муравей превращается в живое хранилище еды. А сейчас вы видите, как один муравей делится сахарным сиропом с другим муравьем. И таким образом в семье никто не остается голодным. Этот процесс по-научному называется трофалаксис. А сегодня я хочу провести эксперимент с этими муравьями и лабиринтом. У меня есть вот такой лабиринт из фанеры, который был сделан по моему заказу. Сначала я нашел изображение лабиринта в интернете и заказал на одной фирме, чтобы мне вырезали его из фанеры. Сейчас вы как раз видите процесс, как лазер вырезает этот лабиринт. Получилось, кстати, очень красиво. Верхняя плоскость фанеры осталась светлая, а боковые поверхности потемнели от высокой температуры лазера и приобрели коричневый цвет. Ширина ходов этого лабиринта 5 мм, как раз идеальный размер для муравья. В этом лабиринте есть два квадрата, пункт А и пункт Б. В пункте А есть три выхода, 1, 2 и 3. И только один из них ведет сюда. Остальные два выхода тупиковые и никуда не ведут. Можете, кстати, поставить на паузу и мысленно проследить и определить, какой же из выходов правильный. Я взял кусочек сахара, бросил его в воду и размешал. Это будет приз для муравья, который найдет выход из лабиринта. Ведь муравьи-филахи очень любят сахарный сироп, поэтому я капнул несколько капель в пункте Б, куда должен будет прийти муравей. Я опустил палочку на арену, и в нее сразу же вцепился один из муравьев. Вы только посмотрите, какой он огромный по сравнению с моими пальцами. Страшно даже представить, как больно он может укусить. Муравей почему-то отказывался залезать в лабиринт, но в конце концов мне все-таки удалось его туда посадить и накрыть стеклом. Муравей начал осматриваться на новом месте, но заходить в лабиринт не решался. Вот что произошло за 5 минут. Муравей только на секундочку зашел в один из ходов, но сразу же вышел оттуда. А потом он вообще замер на месте и даже не двигался. Может быть, он боится в одиночку исследовать лабиринт? Ведь муравьи это общественные насекомые, и в одиночку они не умеют делать ничего. Поэтому я решил посадить второго муравья в лабиринт. Может быть, им вдвоем будет веселее. Но тут произошло непредвиденное. Второй муравей почему-то не захотел выходить из пробирки. Даже наоборот, первый муравей вышел из лабиринта в пробирку. «Эй, ты куда? Вернись! Я хочу, чтобы вы оба исследовали лабиринт!» Но оба муравья, вместо того, чтобы исследовать лабиринт, решили исследовать пробирку. В конце концов, муравьи все-таки перешли в лабиринт, и я начал наблюдать, что же они будут делать. И вот что происходило в течение 15 минут. Муравьи снова бегали на месте, но в лабиринт почему-то не заходили. Как вы думаете, почему? Напишите в комментариях.
Я подумал, что причина в том, что 2 муравья – это очень мало. Нужно запустить в лабиринт сразу много муравьев, но как же это сделать? И я решил просто взять лабиринт и соединить его с формикарием, чтобы муравьи могли свободно перемещаться в лабиринт. В лабиринте сбоку есть отверстие, в которое я вставлю вот эту трубку. А в эту трубку я вставлю более толстую трубку. И с другого конца этой трубки снова вставлю тонкую трубку. Теперь я вытащу одну из заглушек на корпусе формикария и переставлю ее в положение с отверстием. И в это отверстие вставлю трубку. Все готово! Лабиринт соединен с формикарием. Вот конец трубки, через которую муравьи смогут свободно попасть в лабиринт. Осталось только подождать, когда муравьи обнаружат этот вход. И скоро мы узнаем, смогут ли они пройти этот лабиринт и добраться до сладкого сиропа. И вот я даже не заметил, как один из муравьев оказался в лабиринте. И посмотрите, что происходит. Тут всего один муравей, но он очень активно начал исследовать лабиринт. Как же так? Он же всего один. Значит, моя теория про то, что один муравей не будет исследовать лабиринт, неправильная. Но в чем же дело? И тут я понял, что я садил в лабиринт крупных муравьев-солдатов, а нужно было взять вот такого небольшого рабочего муравья. Именно рабочие муравьи и занимаются поисками еды. Среди них есть муравьи-разведчики, которые смело исследуют новые места. А солдаты же в основном сражаются с крупной добычей. И вот мы с вами видим, как рабочий муравей-разведчик исследует этот лабиринт. Прошло еще несколько минут, и вот еще один муравей обнаружил трубку и с осторожностью начал ее исследовать. А вот смотрите, еще несколько муравьев идут по его следам. Удивительно, как они узнали, что тут есть новый вход. Может быть, муравьи издают специальные сигналы, или может быть специальные запахи, и таким образом зовут своих собратьев. Давайте понаблюдаем, как они будут исследовать лабиринт. И вот прошло еще 15 минут, и муравьи уже заполнили часть лабиринта, но пока еще не добрались до сладкого сиропа. Я напоминаю, что к сиропу ведет только один из 3 выходов, а муравьи пока что исследовали только 2. Ну что ж, давайте попробуем оставить их на 24 часа и дадим им шанс пройти лабиринт и найти сладкий сироп. Я оставлю включенную камеру, чтобы можно было потом посмотреть, как они ходили по лабиринту все это время. Итак, друзья, прошло 24 часа, и смотрите, один из муравьев прошел лабиринт и оказался в точке Б, там, где находится капля сахарного сиропа. Вот это да! Получается, муравьи прошли этот сложный лабиринт. Я очень рад, что они смогли это сделать. Вот такой, друзья, получился эксперимент с муравьями и лабиринтом. Я надеюсь, вам понравилось. Если да, то обязательно поставьте лайк, потому что я очень старался и снимал это видео целых 2 дня. Ну а на сегодня все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.